UFC 327, Майами, Флорида, Азамат Мурзаканов, Пауло Коста. Азамат, ну давай, наверное, сначала начнем. Ты на серии 16 побед подряд, без поражений, ты 6-й номер рейтинга UFC. Ты только что выдал классный бой против Ракича, и тебе дают не кого-то повыше, а тебе дают парня, пусть и известного, но который поднимается из среднего дивизиона. Как вообще это было, и сразу ли ты согласился на такое предложение? Ну, разговоры шли для начала, потом мне позвонили, мы посоветовались, я посоветовался со своим тренером. Решили взять бой, потому что это неплохой бой для нас сейчас, Пауло, хоть и в среднем весе, но он достаточно хорошо показал себя, хоть и не стал чемпионом, но он дрался и за пояс, он дрался с лучшими, поэтому почему бы и нет, чем ждать, сидеть до лета, до зимы, мы решили взять сейчас и подраться. Смотри, в плане продвижения в рейтинге тебе этот бой точно ничего не даст. Если вдруг что-то пойдет не по плану, не дай бог, ты можешь откатиться. То есть единственное, в чем может быть плюс для тебя от этого боя, это медийная составляющая, потому что Пауло очень медийный боец. Ну, почему не только? Мы разговаривали с Лигой, они после выигрыша, они дадут, не то чтобы дадут, но они пойдут на уступки после этого боя, после выигрыша. Все может быть, все в устной форме сейчас, но могут и за пояс стать после выигрыша. Ну, тогда не могу не спросить. Сразу после тебя ты в Кумейне дерешься, после того, как второй титульник слетел, и сразу после тебя выходят Ульберг и Прохаска. Если все пройдет, как ты задумывал, если тебе не придется долго ждать доктора и прочее, ты не думаешь после боя вернуться в зал и, возможно, после боя даже провести стардаун в клетке с победителем? Ну, я не против, я найду силы после боя еще раз зайти в октагон, поэтому, пока насчет этого разговоров не было, но посмотрим, все может быть. Смотри, в плане того, что ты сказал, UFC готова сделать уступки после этого боя, я слышал такую версию от бразильских коллег, что Пауло Коста очень себе хотел соперника Де Ридера. Кого? Ренье Де Ридер из среднего веса, голландец. Себе он хотел. Да, он себе хотел соперники, и UFC ему сказали, что мы его тебе дать сейчас не можем, и после этого они сразу дали Де Ридера Каю Баральо на бой. И Коста якобы психанул и сказал, я иду в 205 тогда. И вот, учитывая эту историю, у меня логика такая, что UFC подумали, что ага, ты идешь в 205, так вот тебе Мурзаканова на. То есть я думаю, как раз у UFC расчет на то, что ты его немножечко приземлишь. Да, это мои догадки, но как бы это выглядит логично, учитывая все карты не раскроем, но насчет Косты я не знаю, что до меня у него было, но очень многие недовольны спортсменам, все может быть. Про медийку. Твой перформанс в Твиттере про то, что я выйду с бразильским флагом. Что это такое? Это, конечно, все в шуточной форме было. Я выйду с российским флагом. Конечно же. Там, в принципе, фанаты раскрутили все полностью, футболку надели, флаг взяли. Это все рук фанатов бразильских. Не хочешь на медиадень прийти в бразильской футболке? У меня есть свой флаг, поэтому я лучше со своим флагом. Это правильно. Пауло Коста известен тем, что он очень много говорит на пресс-конференциях. В четверг у тебя будет пресс-конференция. Уже готовишься какие-то острые ответы ему давать на его высказывания? Я не думаю, что он тебе позволит лишнее, но если даже так, конечно же, я буду готов. Пауло Коста сам себя называет чемпионом BLF, Best Looking Fighter. Он считает себя самым красивым. Он считает, что у него пояс самого красивого бойца в лиге. Это нормально, что бойцы, они некоторые
так щепетильно за своей внешностью следят? Или все-таки? Ну, лично мое мнение нет. Может, уклонения какие-то, я не знаю. В UFC у тебя не получилось финишировать только Джакоби. У тебя очень много ранних нокаутов. В субботу снова пойдешь за нокаутом? Или что-нибудь другое тело, видим, новое? Конечно, я буду финишировать, буду стараться финишировать. Конечно, я буду искать его в бою, удосрочить. Но посмотрим, как пойдет. Как он заявил, что будет драка, будет война. Если так пойдет, то точно бой закончится в ближайшие минуты. Возвращаясь к потенциальному титульнику, тебя с одним из ребят из мейн-ивента, с кем бы тебе было бы интересно помахаться, с Прохаской или с Ульбергом? Никакой принципиальности нету. Честно сказать, ни первый, ни второй, они хорошие бойцы, хорошие ребята. Нужен пояс. Мне надо драться за пояс. Без разницы. Первый, второй, даже кто-либо еще появится. Для меня это все не важно. Я хочу драться за пояс, поэтому не важно, кто напротив. А если будет все-таки Прохаска, как тебе его стиль? Не очень. Не очень? Мне кажется, Ульберг чуть поинтереснее будет. Про Прохаску есть шутка в ММА, у ММА болельщиков, что у бойцов есть план на бой до тех пор, пока они не получили по голове. А у Прохаски он сначала получает по голове, а потом у него появляется план. Может быть. Смотри, ты сказал, что может кто-то еще, если после этой победы тебе скажут, вот, Анкалаев, а дальше пояс. Или не хотелось бы с Магомедом? Ну, мы хотели с ним драться, когда он держал пояс, поэтому сейчас, мне кажется, смысла нету с ним драться для меня. Да и, в принципе, и для него, потому что... Ну, посмотрим, после этого боя посмотрим, но я не думаю, что так будет. И последнее, когда ты будешь драться на большей части России, будет раннее утро. Почему людям в воскресенье нужно проснуться очень рано, включить телевизор как раз на твой бой? Ну да, в принципе, во сколько? В 6-7 утра где-то, в 5-6 где-то будет. Я думаю, очень многим это интересно сейчас. Не только интересно, очень многие смотрят, болеют, переживают. Поэтому это все зря не будет. Ребят, просыпайтесь. Воскресенье, раннее утро. Азамат Мурзаканов, Пауло Коста, UFC 327. Болеем. Спасибо за время и удачи в субботу.